Всем привет! Хочу, пожалуйста, вас попросить перед началом ролика подписаться на мой телеграм-канал, на мой личный телеграм-канал. Здесь много полезной информации, много очень крутого и эксклюзивного контента только в телеграм-канале, что нет на ютубе. Ребят, кто еще не подписан, подпишитесь, пожалуйста. Ссылочка будет ниже под роликом в закрепленном комментарии и под описанием. Кто смотрит, новая аудитория, ребята, которые только сейчас наткнулись на мой YouTube канал. Также, ребята, кто давно меня смотрит и не подписаны еще каким-то чудом на мой телеграм-канал, подпишитесь, пожалуйста. Тут очень много полезной и, самое главное, крутой и эффективной рабочей информации. Также, ребят, кто подпишется на мой телеграм-канал, мы лично от нашего магазина FB Store для наших подписчиков выдадим пару аккаунтов под запуск, пару BM и пару VPN под запуск. Переходите, ссылочка будет ниже, подписывайтесь, и мы в телеграм-канале проводим раздачу аккаунтов, VPN, бизнес-менеджеров и вообще просто даем расходники аккаунта абсолютно бесплатно для подписчиков на тесты. Ссылочка будет ниже под роликом в закрепленном комментарии и будет еще в описании. Так что, ребят, переходите, пожалуйста, и подписывайтесь. Также, кому лень переходить по ссылочке, вот у меня будет такой уникальный QR-код. Вы заходите в своем телефоне в камеру, обычно на которую фотографируетесь, селфи делаете, либо что-то снимаете. Далее наводите эту камеру просто на этот QR-код, и вам вверху всплывает окошечко «Открыть в приложении Telegram». Вы нажимаете, вас сразу же редиректит в приложение. Так что, ребят, подписывайтесь, пожалуйста, здесь очень много крутой, самое главное, полезной и рабочей информации по запускам, многое другое. Ссылка будет ниже в комментарии в закрепленном и в описании под роликом. Переходите, подписывайтесь, выдаем аккаунты, бизнес-менеджеры, VPN абсолютно бесплатно для наших подписчиков. Всем привет! Сегодня будет информативный ролик. Так сказать, много ребят, кто мне пишет: Артем, ответь на те-то вопросы, запиши видеоролик пошаговый, где все, соответственно, будет. Записываю ролик специально для вас. Сегодня вам расскажу решение всем вопросам. Так что, ребят, перед началом ролика поставьте, пожалуйста, лайк. Напишите ниже под видеороликом хороший комментарий, поделитесь своим опытом, так сказать, у кого, может быть, есть там какие-то домыслы, кто-то, может быть, по-другому мыслит. Так что, ребят, с вас лайк, подписка, кто еще не подписан, и внизу пишите свой комментарий. Составил такое небольшое ТЗ, где разберем все основные вопросы. С 1 по 11 будет информативный полезный ролик, так что устраивайтесь поудобней. И мы начинаем. Сейчас буду зачитывать, соответственно, с 1 по 11, потом буду по одному вопросу читать и говорить решение. Первое. Какие сейчас лучше использовать аккаунты? То есть, какие аккаунты сейчас лучше всего использовать? Второе. Лента, арбитраж трафика. Второе. Выбор аккаунтов. Четвертое. Что сейчас за РД? Какие документы использовать? Пятое. БМ, бизнес-менеджеры. Зачем сейчас они нужны? Тоже будет, так сказать, на данный вопрос четкий и информативный ответ по поводу БМ. Ребята в личку пишут, сегодня я тоже все расскажу касаемо именно бизнес-менеджера в целом. Следующее у нас идет шестое. Проверенный гарант-сервис в нынешних реалиях. То есть, ребята, расскажу вам в целом про гарант-сервисы, что это такое, кто не знает, и, соответственно, зачем они нужны. Седьмое, что сейчас делать с прокси. По прокси тоже вам, ребята, расскажу. Восьмое, сколько раз можно привязывать одну карту к БМ, к бизнес-менеджеру, либо же к аккаунтам. Девятое, предавто летит сейчас. Расскажу, почему оно летит. 11. Как входить в аккаунты сейчас, почему это так важно, тоже вам расскажу. Лично свой опыт, лично наши тесты с 2 байерами, также все более подробно объясню. 11. Что сейчас с лимитами на аккаунтах и бизнес-менеджерах, тоже затронем эту тему и, соответственно, расскажу. Начнем с первого. Буду выделять, чтобы было вам более видно. Первое. Какие аккаунты сейчас лучше всего использовать? И объясню, почему. Почему их лучше использовать. Должна у вас появиться сейчас демонстрация экрана. Будет видно мой рабочий стол. Так, перейдем в наш магазин с расходниками FB Store. Ссылочка будет ниже, ребят, под роликом на наш магазин. По поводу именно аккаунтов задают ребята вопросы. Почему такие-то, такие-то аккаунты сейчас лучше использовать? Я лично от себя, лично от своего опыта расскажу, какие аккаунты мы сами используем с 2 байерами. Это ПЗРД аккаунты. Что за ПЗРД? Пройденный запрет рекламной деятельности, подтверждены по документам. Следующее, вот такие используем. Далее мы используем вот такие. Следующее, Вьетнам с друзьями. И используем вот этих две категории. Сейчас на тестах хорошо заходит выбор аккаунта. Если же вы новичок, у которого, так сказать, пока нет опыта,
используйте дешевый расходник. Берите вот такие аккаунты, возьмите 10 штучек таких, 10 штучек таких и, соответственно, пробуйте с них запускаться. Если же вы уже специалист и понимаете плюс-минус, как работает в целом Facebook, то тогда берите по ZRD. Они сократят ваше время, соответственно, вам уже проходить ZRD не нужно, запрет рекламной деятельности, так как они уже пройдены. То есть, если вы новичок, то тестируйте на более дешевых аккаунтах. Лучше возьмите их побольше, по 10 штучек каждой категории и запуститесь на них. Потом уже, когда тестируете, найдете плюсовую связку, переходите уже на более профессиональный товар. Так что, если вы новичок, берем дешевые, которые вам показал. Если вы уже профессионал, либо же уже был опыт с Фейсбуком, с запусками, и сейчас там запускаетесь, то берите по ZRD. Они сократят ваше время на запуск. В общем-то, по выбору аккаунтов рассказал. Следующее. Переходим ко второму вопросу. Также, ребята, у кого будут какие-то мысли по этому поводу, или кто-то просто хочет, так сказать, поделиться своим мнением, пишите ниже под комментариями. Буду читать и отвечать вам. Следующее, второе, лента арбитраж трафика. Лента арбитраж трафика – это наш хороший знакомый, зовут его Андрей. У него здесь информативный, полезный, годный контент, который он специально выкладывает в свой телеграм-канал. Называется он «Лента арбитраж трафика». Ссылочка на данный телеграм-канал будет ниже под видеороликом. Так что, ребят, кто не подписан, пожалуйста, вас прошу от себя, подпишитесь на данный телеграм-канал. Здесь очень много полезной, а самое главное, актуальной информации в нынешних реалиях по запуску. Следующее. Переходим к третьему вопросу. Выбор аккаунтов. Выбор аккаунтов, это, соответственно, первый и третий вопрос. Он более-менее похож, но сейчас все же тоже расскажу. Выбор аккаунтов, смотря под какие нужды вам нужен аккаунт. Если вот ребята делятся на несколько, так сказать, вариантов, на несколько типов. Первым нужен трастовый хороший аккаунт. Это под привязку, к примеру, на него личок. Так сказать, кинг аккаунт основной. Они туда берут вот такой аккаунт, соответственно, и линкуют вот сюда такие через друзья. И у них нормально запускается следующие. Это берут просто обычные вот такие аккаунты, и с них запускаются. То есть первый и третий вопрос, он схожий. Тут нужно тестить по выбору аккаунтов. Либо такие потестируйте, также такие, такие и такие. Если же вы новичок, не начинайте с дорогих аккаунтов, начинайте с более дешевых, вот с таких, и берите их побольше. Соответственно, потестируйте, посмотрите, что у вас будет лучше заходить. С этим, я думаю, понятно. Кому непонятно, пишите ниже под видеороликом. Следующее. Четвертое. Что сейчас ZRD? Это ZRD. Кто не в курсе, может быть, новички смотрят. Запрет рекламной деятельности, подтверждение по документам. То есть, какие доки использовать, повторяюсь, для YouTube. YouTube шуточные документы. Это отрисовка, то есть открываем, сейчас вам должно высветиться, Adobe Premiere Pro, Photoshop, любой, там Photoshop, и отрисовываем, то есть заходим там, вот у нас, к примеру, пишем украинский паспорт, YouTube шуточные документы, соответственно, берем данный паспорт, пишем имя и фамилия от аккаунта, потом, соответственно, уникализируем его через уникализаторы, там можно погуглить, каких-нибудь ботов найти и через них прогнать уникальное, чтобы фотка была. Потом загружаем в Facebook, то есть пишем на паспорте имя, фамилию, дата рождения, отчество и тому подобное. И, соответственно, загружаем в Facebook. Проходимость сейчас 50 на 50%. Следующее, у нас четвертый. Пятый вопрос. БМ, бизнес-менеджеры, зачем сейчас они нужны? По поводу, ребят, именно БМ, бизнес-менеджеры, они сейчас нужны для лимита. То есть лимит, если у вас там лимит, предположим, 200-250 долларов вам нужно открывать, то берем такие. Если же вам лимит, там, предположим, нужно 50, то берем такие. То есть необходимость в БМах, в бизнес-менеджерах, это сейчас лимит. Если вам нужен лимит, то берем БМы и с бизнес-менеджерами работаем. Золотое правило: один аккаунт, один бизнес-менеджер. Если вы используете там, предположим, на один аккаунт 5-6 бизнес-менеджеров, так нельзя. Раньше можно было, сейчас лучше перестраховаться, использовать 1 к 1. По БМам, думаю, мы разобрались. Следующее переходим. Пятый у нас был, теперь шестой вопрос.
Проверенный гарант-сервис в нынешних реалиях. Ребят, что такое гарант-сервис? Это посредник между вами и покупателем. Вот, к примеру, вы хотите у меня что-то купить. Предположим, так как я человек известный, мне вас обманывать смысла нет. Приведем, к примеру, другой пример. Вот вы хотите, там, к примеру, у Антона Иванова купить проксю в Телеграме, но вы его не знаете. Он у вас просит там $50 за проксю на месяц, и, соответственно, вы ему рискуете отправлять $50, хоть это деньги небольшие, но все же вы рискуете ему отправлять. А что это такое? Между вот вами, к примеру, Андреем и там Антоном выстраивается посредник, такой как человек, которому вы переводите деньги, и он, соответственно, вы ему перевели деньги, он убеждает, что вы перевели, пишет Андрею, мне Антону пишет, что Андрей ему перевел деньги, и, соответственно, Антон вам скидывает проксю Андрею, предположим, это так назовем, чтобы было более понятно. И, соответственно, потом уже вы ее проверяете и смотрите, если она рабочая, то гарант-сервис переводит деньги тому человеку, которого вы хотите купить. Но где же найти проверенный гарант-сервис, который не кинет и не обманет? Рекомендую лично от себя. Мы в FB Store, к нам в наш проверенный магазин, добавили 2 гарант-сервиса. Это люди, вот есть гарант. Зовут его Юрий, очень хороший человек. Наверное, сейчас будет смотреть данный ролик. Можете отписать ему, он вам подскажет по гаранту. Хороший человек, за него ручаюсь, что он вас не обманет. Мы с ним общаемся. Так что есть первый гарант, это у нас Юрий. Через него можно, так сказать, проходить различные сделки и ему доверять. Следующее, это у нас идет гарант услуги Виктор. Виктор достаточно умный и высококвалифицированный специалист по Фейсбуку, и также у него тоже есть услуги гаранта. Виктору тоже можно доверять и, соответственно, приобретать данный гарант-сервис у него. То есть выбор за вами либо у Юрия, либо у Виктора. 2 гарант-сервиса, оба хорошие. Что тот можно приобретать и не бояться то, что вас обманут, так как эти гарант-сервисы проверенные. Это наши люди идут, наши знакомые, люди, которые состоят у нас в нашей команде. По гарант-сервисам, в общем, все. Следующее. У нас идет, что сейчас делать с прокси. По поводу, ребят, проксей. Много вопросов писали мне и в личку. Артем, какие прокси ты используешь, где их сейчас приобретать в нынешних реалиях? Закроем ряд основных вопросов. У меня уже был ролик на эту тему, я уделил ему достаточно большое количество времени, чтобы вам, ребятам, моим подписчикам, кто меня смотрит, все это объяснить, помочь и подсказать. Видео можно найти на YouTube, то есть видео, вот оно, видео, переходим и смотрим. Давайте перейдем к следующему вопросу. Это идет, сколько раз можно привязывать одну карту. Ребят, сейчас одну карту, банки это Капиталист, Revolut, а мы сейчас сами лично используем Revolut. Одна карта до 7 раз. До 7 раз ее можно привязывать и спокойно использовать. То есть одна карта 7 раз и все нормально. Что к личке, что к БМ. Сейчас сами так делаем, с 2 байерами запускаемся и все нормально. Больше 7 раз, раньше до 10 можно, больше 7 вяжем. Там уже либо риск, либо просто карту ФБ не принимает. Следующее. Предавто. Почему это сейчас? Facebook сейчас ужесточил. Раньше много было первобилов, кто отливает Facebook и не платит. Сейчас Facebook принял меры брать с людей там, по 10, по 15, по $50 снимать и потом, соответственно, только уже давать крутить рекламу. Вот, соответственно, вот такие меры принял Facebook и в связи с этим предавто появилось. Особо не страшно, там заплатили $10 и льем спокойно. Но все же на запусках, на массовых запусках встречается то, где нету предавто. То есть предавто просто не летит. Его нет, как в старые добрые времена, но это на запусках объемов, там, предположим, со 100 аккаунтов, на аккаунтах 30 у вас предавто не будет, а на остальных там будет предавто. Ну, в общем, не критично, как и всегда, Facebook что-то закрутил, но страшного там ничего нет, оплачиваем и льем дальше, как в старые добрые времена. У кого будут вопросы, также пишите ниже в комментариях к данному видеоролику, буду помогать отвечать. 10 у нас идет, как входить в аккаунты и почему это так важно. Ребят, много мнений бытует по этому методу, как входить вообще в целом в аккаунты. Я вам сейчас все расскажу. То есть, первое, в аккаунты входим мы сейчас строго по логину и паролю. Куки не используем. Логин и пароль. Почему логин и пароль? Поясняю. Когда вы входите в аккаунт, и вам Facebook, к примеру, выдает неверный пароль. Это защитные фильтра Facebook, которые не допускают
вход с какой-то зашкваренной плохой прокси. Но по куки вы можете легко войти даже с самой плохой прокси, но потом будут последствия. У вас аккаунты будут отлетать, из-за плохой прокси вы будете сидеть. Ага, почему у меня аккаунты отлетают? А связано это с тем, что у вас была изначально плохая прокси, но по куки вам Facebook пустил, а по логину, паролю не пустит. То есть по логину и паролю, если вам выдает неверный пароль, это отсеиваются ваши плохие прокси. Меняем прокси и все нормально, соответственно. Вот такой, так сказать, информативный ответ на данный вопрос. И завершающее, 11. Что сейчас с лимитами на аккаунтах и бизнес-менеджерах? Ребят, что сейчас с лимитами? Да с лимитами сейчас все просто. На личках, на обычных личных аккаунтах. Сейчас покажу вам, чтобы было более понятно. Обычные аккаунты, вот, PZRD, не PZRD, на них лимит везде 50 баксов. То есть на них лимит 50 баксов, мы их, соответственно, отливаем, 50 долларов в сутки и льем. Потом нам Facebook принимает решение повысить лимит, либо же не повысить. То есть по лимитам 50 баксов на личках и на бэмах, там где 50, где 250. Соответственно, сейчас здесь все позакрываю. Если вы запускаетесь объемом, то есть два варианта. Первый вариант – это можно делать следующее. То есть это запускаться с личек и просто масштабироваться личками. Там по 50, по 100 аккаунтов вы заливаете и масштабируетесь личками, и у вас все нормально. Если же вы, предположим, хотите заливаться БМ, то используем БМ, то используем, заливаемся БМ. То есть лички просто масштабируемся. Там, вот, сравните 4 аккаунта, у вас будет, на каждом будет по 50 долларов лимит. Это в сутки вы будете отливать 200 долларов. 50 там, плюс 50, 100 с двух аккаунтов, 100 с других, 200 долларов вы будете отливать в сутки. Соответственно, больше, там 8 аккаунтов вы будете отливать, если по 50, то 400 баксов. И, соответственно, либо масштабируемся аккаунтами, либо же мы масштабируемся вот сами вдвоем с байерами, либо аккаунтами, либо мы масштабируемся БМом с лимитом 250. Так что выбор за вами. Вот, в общем-то, и все. Такой информативный, полезный ролик. Думаю, ответил на большинство ваших, ребят, вопросов, которые вы задаете в личку. Очень много ребят пишут. Думаю, всем ответил, но у кого все же будут какие-то вопросы или просто где-то что-то вы недопонимаете, вы можете в любой момент отписать ниже под видеороликом. Неважно, когда вы смотрите ролик, 5-10 месяцев прошло с момента данного видеоролика, день-два, вы можете в любой момент отписать, и лично я вам подскажу, помогу, отвечу на ваш любой вопрос. Так что, ребят, спасибо вам большое за просмотр, хороших вам тестов, не забудьте делитесь этим роликом, мы вкладываемся сейчас в контент, несмотря на то, что загруженные будние дни и выходные, запускаемся, заливаем, вам отвечаем, помогаем, все же уделяем время записать полезный контент для вас от нашего магазина FBStore. Так что, ребят, делитесь этим роликом со знакомыми, с друзьями в чате, я вам буду очень сильно благодарен, что вы продвигаете данный контент и, соответственно, помогаете другим ребятам. Так что, ребят, спасибо за просмотр, ставьте лайк, кто еще не поставил, подписывайтесь на канал и делитесь этим роликом. Будут какие-то вопросы, пишите ниже под комментарием. Так что всем хороших тестов, всем пока.